Всем привет! На связи Харьков. В городе аномально тепло. Ни морозов, ни снегопадов этой зимой таких особенных еще не было. Пару раз выпадал снежок, который через пару дней таял. Температура воздуха достигает 6-8 градусов тепла. И это в конце января 2025 года. Но уже вроде бы как со следующей недели, если верить синоптикам, начнется понижение температуры. Метеорологи говорят, такая погода – это не случайность, а закономерность тех процессов, наблюдаемых на нашей планете. Основная причина – повышение концентрации парниковых газов, которые сейчас являются крупнейшими за последние 800 тысяч лет. В Харьковской области продолжили декоммунизацию названий урочищ и памятников. В Лозовском, Чугуевском, Богодуховском и других районах Харьковской области официально переименовали природные объекты и ландшафтные парки в рамках декоммунизации. Правительство приняло решение о переименовании 13 природных объектов и заповедных зон области. Среди них урочище «Большевик» в Лозовском районе, которое теперь будет называться Троицким урочищем. Это название вызвало немало возмущения, ведь в 2025 году оно выглядело не только неуместным, но и откровенно провокационным, учитывая закон о декоммунизации. Я не буду перечислять все объекты и заповедные зоны переименованные, но вы их сейчас видите вот на этом слайде. Эти новые названия не только соответствуют современным реалиям, но и возвращают историческую подлинность Харьковщины. В Харьковской области продолжаются бои в районе Купянска, Волчанска, Двуречной. До Харькова от линии фронта 20 километров. И на Харьков продолжаются налеты БПЛА типа «Герань», более известные как «Шахеды». Вот такое происходит в Харькове ежедневно, каждый вечер. В результате налетов БПЛА и ударов ими по Харькову ранены люди. Дотла сгорело производственное предприятие. Также поврежден газопровод. Последствия прилетов БПЛА вы сейчас видите. Еще один БПЛА упал в Роганской громаде. Повреждены 4 частных дома, пострадали 2 человека. Еще один беспилотник упал в селе Логачевка Харьковской области. Разрушен частный дом, остатки которого загорелись на площади 150 квадратных метров. Повреждены еще 8 частных домов, пострадали 3 человека. В одном из предыдущих новостных видео на канале я рассказывал, что Россия запускает по Харькову новый тип беспилотников «Молния-1» и «Молния-2». Так чем же они опасны? Беспилотники «Молния» начиняются маленькими металлическими шариками, которые могут поразить человека. Такие шарики были найдены на месте прилета 25 января. Эти шарики не пробивают стены домов и даже кузов автомобиля, но человек может от них пострадать очень даже легко. Поэтому во время налетов горожанам следует находиться в помещениях. Об этом более подробно рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. На місці всіх влучань
велика кількість вражаючих елементів, які розлетілися навкруги, побили автомобілі, побили будівлі, біля яких вони влучили. Ось у мене зараз в руках знаходяться невеличкі ось фрагменти цих дрібних кульок. Ось такі вражаючі елементи були використані в цьому БПЛА, були знайдені біля місця влучання в дверях автомобілів, по яким було розлетілося влучило. Тобто вони самі двері автомобіля не пробивають, залишилися в обшивці. Що дуже важливо, коли вони літають над містом, про це інформують ряд телеграм-каналів, краще знаходитись в будівлях, приміщеннях, оскільки ці БПЛА вони є не дуже потужними і не проникаючої дії, тобто вони не можуть пробивати стіни, дахи і так далі. Вони більш всього шкодять саме людям, які знаходяться на вулиці, на відкритій місцевості. І якщо ви хоча б перебуваєте в квартирі або в якомусь приміщенні, це більше дає шансів того, що ви не будете уражені і не будете поранені від вибуху цього дрону. То оскільки ці бойові елементи, вони доволі легкі, пустотілі і не можуть пробивати якісь укріплені стіни, навіть двері автомобіля вони не пробивають, а лише вражають зовнішнє покриття і залишаються всередині. Щодо того, які саме вражаючі елементи встановлені на БПЛА, я зараз не готовий сказати, оскільки це БПЛА, він є доволі дешевим, його вартість декілька сот доларів. Він виготовляється в кустарних умовах, він виготовлений з фанери, з пластику, з поліетилену. І на нього кожного разу можуть встановлювати різну бойову частину. Це може бути як ручна граната, постріл до РПГ, може бути також використано саморобний вибуховий пристрій. І лише після огляду вибухотехніків та експертів більш детально можна буде встановити, що саме за бойова частина, які вражаючі елементи, це взагалі кустарні вони, чи це вражаючі елементи з якогось виду озброєння, вони використані. Це можна буде сказати лише згодом. А тем временем в Харькове открыли вторую подземную школу в Новобаварском районе города. Строительство второй подземной школы стоило 80 миллионов гривен. Об этом рассказала директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко в эфире Суспильного. По ее словам, школа построена по современным технологиям и соответствует государственным строительным нормам. В школе есть санузел, медицинский кабинет и даже школьное кафе. Заведение оснащено мощным генератором, который обеспечивает автономную работу в случае отключения электроэнергии. Финансирование строительства осуществляли международные партнеры. Средства поступили от правительства Тайваня. Сейчас в школе учатся 750 детей. Всего было открыто 9 кабинетов, а вскоре начнут функционировать еще 8. Всего в подземных школах и метро Харькова сейчас учатся более 6 тысяч детей. В Харькове худшая ситуация с кинотеатрами по Украине. По сравнению с 2019 годом, который считается очень успешным для отрасли, посещаемость с начала полномасштабного вторжения кинотеатров снизилась на 50%. Кинотеатры Харькова работают на грани убыточности. Эксперты называют несколько причин такой ситуации. Воздушные тревоги, из-за которых сеансы прерываются, вопрос безопасности, в Харькове были ракетные удары по торговым центрам, отсутствие ночных и поздних сеансов из-за комендантского часа. А харьковские предприятия тяжелой промышленности Турбоатом и Электротяжмаш переезжают на запад Украины. Они создадут свои филиалы сразу в 3 областях – Львовской, Закарпатской и Черновицкой. Функции филиалов и их местонахождение станут известны после утверждения Напсоветом соответствующих положений. Будут ли предприятия работать в Харькове, неизвестно. В Харькове цены на однокомнатные квартиры снизились еще почти на 5%. В некоторых регионах Украины падение зафиксировано еще больше. Например, Запорожская область – падение на 11,9%,
Днепропетровская область на 13,9%, а Херсонская область на 6,9%. Сумская область на 8,7%. В то же время в большинстве регионов цены выросли. Например, во Львове плюс 10,3% и Ровно плюс 33%. Эти данные опубликовал телеграм-канал «Стройобзор Харьков», данные аналитической службы интернет-ресурса OLX. А вот на этом слайде от сервиса Numbeo можно увидеть, что стоимость жизни в Харькове одна из самых низких в Европе. Харьков находится на 132 месте из 141 города. А вот такая беда происходит в Центральном парке Харькова. Видео было размещено в одном из харьковских телеграм-каналов, в котором просят руководство сотрудников Центрального парка обратить внимание на засыхающие деревья, чтобы не повторилась история с хвойным лесом за караваном на Салтовке.